Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас ламповое такое ночное видео про Амигу, уютное. Но, как вы видите, на столе нет никакой пока Амиги. Есть три коробочки. И давайте-ка мы посмотрим, что в этих коробочках есть. Будем их смотреть в таком порядке. Значит, открываем. Из Швеции мне пришла эта посылка от Джона Хертела, он же Чаки в мире Амиг. И этот человек является... Вообще он легенда, конечно, в мире Амиг, вот таком нынешнем. Этот человек по-прежнему работает очень плотно с железом и создает, вот как этот, например, TF1260, это ускоритель, но он также там делает реамиги, восстанавливает разные амиги. Вот была серия недавно при 3000-й амиге, там 4000-й он восстанавливает. У него есть и вот другие акселераторы тоже. 1230, такое, как бы, да, то есть очень популярный чувак, и вот эта карта, она была разработана Стивеном Лири, у него ник Terrible Fire в Amiga мире. Это человек, который не просто там делает карты, да, он по-прежнему разрабатывает новое железо для Amig. И, соответственно, через своих, он называет их билдеров, да, вот мастера, он, собственно, воплощает свои вот эти карты в железе. И вот эта карта называется TF1260, и она рассчитана на процессор Motorola 68060, и в мире всего несколько человек эти карты производят. Они даже тут все, смотрите, на обратной стороне перечислены. Их ники, да? Mad Hacker, Chucky Gang, Super Duper, Alien Access, да? Вот, собственно, мой билдер Chucky Gang. Это чувак, который работает в Швеции, и он у них как бы плюс-минус, можно сказать, за Европу отвечает. За этими картами стоит огромная очередь. Я свою карту ждал около 3 месяцев. Как-то так, да? Ну и более того, мне, в общем-то, повезло, потому что я ждал чисто время, которое нужно было, чтобы вот предыдущие люди, которые в очередь встали передо мной, получили свои карты, и не было никаких проблем с комплектующими, ни с чем таким. Сейчас все это производится еще медленнее, просто потому что на рынке комплектующих проблемы, и здесь тоже есть некоторые проблемы. Значит, что мы с этой картой получаем? Как вы видите, здесь сокет под процессор. Самого процессора здесь нету, потому что процессоры 68060, они очень редкие сейчас и, как следствие, очень дорогие. Купить полноценный процессор 6860, это значит отдать примерно 500 евро сейчас. Да? Примерно такие цены. Может быть, если повезет, можно взять за 450, а не повезет, можно взять и за 700. Да? Плюс к тому, они немножко отличались по частоте. Были 50 МГц, были 66 МГц. Есть разные ревизии. Вот самая последняя ревизия, 6-я, считается самой крутой, потому что этот процессор можно разогнать больше, чем до 100 МГц при его изначальной тактовой частоте в 50. То есть он очень холодный, соответственно, можно его очень хорошо разогнать. И этим, например, пользуются такие карты, как Warp 1260. Но это уже дорогие карты, которые там стоят по 500, там больше евро. В общем-то, здесь другая концепция была. Здесь была концепция максимально дешево дать людям возможность использовать процессор 68060. Вы скажете, странная довольно мысль, ведь, ну, если сам процессор стоит, там, не знаю, как я сказал, да, 500, допустим, евро, ну, что там уже, как бы, экономить, да, сама вещь по себе дорогая.
Ну, можно, наверное, 500 еще тогда, если у вас есть эти деньги, вы такой энтузиаст, можно еще 500 потратить на карту. Да? Эта карта стоит 250 евро примерно, вот так вот, если у билдера напрямую брать. Более того, билдеры очень обижаются, когда такие карты появляются на eBay и кому-то перепродаются там за более большие деньги, потому что тут есть такая как бы... У них есть вот такое ощущение у этих билдеров, что они делают нечто хорошее для комьюнити Amiga. Они производят эти карты вот так вот дешево, потому что здесь сама себестоимость, на самом деле, точно потянет на соточку, а то и на 150 евро. Соответственно, там типа соточка за работу, ну такое как бы, да. Ну вот. И, соответственно, билдеры даже говорят, ребята, если кому-то наши карты не нужны, вот вы купили и не нужна вам эта карта, продайте нам ее назад. Да, такая идея. Есть люди, которым она нужна. В общем, такая история. Да, ну и, в общем-то, что эта карточка дает, и про процессор, про сам я не рассказал, да. Значит, дело в том, что процессоры 68060 Motorola производила довольно долго, потому что это был последний процессор вот такой вот линейки 68 тысяч. И потом даже производила другая компания, уже Freescale, и они ставились уже даже не в персональные компьютеры, а в сетевое всякое оборудование там, и так далее. Да? И, в общем-то, появились вариации этого процессора. Первая была вариация LC, это как бы удешевленный вариант без сопроцессора. И была еще более упрощенный вариант EC, это без сопроцессора и без модуля управления памятью. Вот такой самый дешевый EC процессор, он стоит, ну, там, 40 евро примерно, да. То есть, в принципе, уже не страшно, да. LC такой, который вот стабильно точный LC, ну, 60 он стоит, да. Короче, раз в 10 дешевле, чем полноценный процессор, да. При этом вы получаете процессор, который ничем по скорости не уступает вот этому настоящему супердорогому процессору, кроме того, что, по сути, у вас нету сопроцессора у него. Это некоторая проблема, но вот тут какая ситуация. Дело в том, что оригинальное все программное обеспечение, которое было написано под Амигу, под процессоры ниже 68040, который, честно говоря, серийно начал ставиться только на 4000 Амиге, да, оно все никаким образом не использовало сопроцессор. Потому что у оригинальной 500 Амиги, там, ну, 600, там, вот всей этой истории, да, 2000, 1000, у них был процессор 68 тысяч, и там не было никакого сопроцессора, да. И даже вот у этих новых Амиг 1200-х у них все равно 68020 был процессор, в котором тоже не было сопроцессора. Это означает, ребята, что все абсолютно игры, которые вышли в эпоху Амиги, не имеют поддержки сопроцессора. Даже вот эта элита, там, которую тут все рекламируют, да, на которой проводят тесты, там, да, вторая, она тоже не использует никаким образом сопроцессор. Да? С другой стороны, профессиональный софт, который ориентирован и скомпилирован на программное обеспечение для 68040 процессора, да, в процессоре 68040 уже был сопроцессор. И оно все изначально использует, ну, вот эти сопроцессорные команды. Да? Там не было изначально этого удешевленного варианта, и, в общем-то, такая история. Да? И, ну, в общем-то, такого софта хватает, но, честно говоря, на Амигах как бы, ну, есть вообще энтузиасты, да, занимаются там 3D какой-то графикой, еще чем-то рисуют. Ну, я к ним не отношусь. Для меня, конечно, ну, полноценный 68060 процессор пригодился бы в том плане, что ну, на Амиге есть такой отдельный вид искусства, называется демы, да, это как бы не интерактивная штука, а как идет как видео, такой клип, да, с музыкой, с какой-то графикой, да, такая история. Вот. Там, конечно, есть эти демы, которые под 0.60 процессор, да, 68060,
и они, как правило, используются процессор, и вот их я не смогу смотреть. С другой стороны, честно говоря, мой план использовать этот процессор просто как очень быстрый процессор для 1200 Amiga, со всеми теми задачами, которые я делал на 1200 Amiga. И даже если его никак там не разгонять, ничего, то он будет примерно там в 40 там, раз быстрее, да, я так представляю себе, да, чем оригинальный 68020 процессор, да. Соответственно, ну, это то, что мне надо. То есть я хочу вот весь тот опыт, как бы, да, пережить, испытать, но только в каком-то, ну, как-то все-таки смотря на него из современности, да, чтобы все было быстро, да. Что здесь вообще так вот, если поразглядывать карточку, что здесь есть? Здесь есть два модуля памяти по 64 мегабайта, соответственно, здесь 128 мегабайт. Запредельное количество памяти, честно говоря, для 1200 Amiga, да? Здесь есть дополнительный IDE для жесткого диска, который побыстрее, чем оригинальный амиговский, но с него, к сожалению, нельзя загружаться. Я вот как раз с Чаки общался на эту тему. Там прикол заключается в том, что есть PC MCIA, вот этот разъем в 1200 Amiga, да, в который можно втыкать, собственно, SD-карточки, сетевые карточки, там, да, ну, что угодно. И если сделать загрузку возможной вот с этого слота, то тот придется отключить. Там одни и те же линии. Я говорю, Чайке, ну давай какой-нибудь добавь переключатель или еще что-то. Он говорит, ну тогда надо дополнительно делать там прошивку, еще что-то, и у нас тогда в микросхемы уже не помещаются, собственно, прошивки для этой карты. Можно ставить более емкие микросхемы, но это сразу удорожает как бы производство. Ну, типа, не такая большая беда. Вообще от этого слота, мне вот он рассказал такую историю, хотели отказаться даже, в принципе, что он особенно не нужен был для вот такой вот концепции дешевой карты, да. Но нашелся энтузиаст, который помог с драйверами, и, в общем, его активизировали, и сейчас он успешно используется. Вот, в принципе, карта такая красивая, лаконичная, много на ней всяких прикольных надписей интересных. Что здесь еще есть такого необычного, наверное? Ну, во-первых, эта карта, вот посмотрите, вот моя ладонь, вот карта, да, она на видео выглядит больше, чем она есть. На самом деле тут все такое очень компактное, такое махонькое. Ну, как со всеми, собственно, ускорителями для 1200 Amiga. Что интересно, здесь вот у них контроллер питания, это отдельная такая платка, она вот здесь вот сверху закреплена, она может быть и снизу. Но это такой у них лайфхак, то есть, с одной стороны, может быть, это не так симпатично, да, что есть тут такая дополнительная платка. С другой стороны, но это позволяет эти контроллеры питания ставить любых совершенно производителей, как бы, да, и таким образом не зависеть от конкретных поставщиков. И это позволяет, да, соответственно, ускорить и производство карты, и не делать какие-то излишние задержки. Вот такое. Ну, в общем, такая вот карточка. Наверное, сейчас это самая популярная из вот таких вот крутых акселераторов, что можно купить на рынке. Опять же, есть Warp 1260, но это все-таки другой совсем уже класс. Там и звук отдельно есть, там есть отдельно графика, там есть сетевая карта. Ну, короче, это уже крутая штука, да, там отдельно охлаждение сделано. Тут так нельзя сравнивать, да. Это вот, наверное, карта более крутая, но она реально прям дорогая, там чуваки не экономят, да. Здесь все так специально сделано попроще. Ну, есть, конечно, еще круче эти все вампиры, но вампиры это все-таки, ну, как бы эмуляция, да, это такой некоторый обман, да, там эти FPGA-чипы. Здесь все-таки будет настоящий процессор. Так вот, к процессору. Как вы предполагаете, раз у меня есть эта карта, то я и купил и процессор. Конечно, я не купил вот этот дорогой вариант, потому что мне, ну, слушайте, ну, просто жалко 500 евро тратить на... Ну, на такое вот хобби, да. И так это все недешево, да, еще просто на один процессор 500 евро, ну, это, наверное, перебор.
Вот он, процессор мой. Выглядит он так вот вполне себе аутентичненько. Был такой момент, здесь у меня написано, что это EC процессор, да, то есть самый простой. Продавец уверяет, что на самом деле это просто так замаркированный LC процессор. И это вполне возможно, потому что, в принципе, идея же была какая? Идея была продавать этот процессор, ну вот для роутеров, там, для прочей электроники дешевле, чем он был изначально, да. Но ведь это как бы такая история маркетинговая, да, что там штамповать чип, его делаешь и делаешь, да. Соответственно, значит, получается, что первые варианты этого процессора и вообще периодически это были просто перемаркированные, даже полноценные процессоры, да, если вам повезет. А вот здесь вот продавец уверяет, что это перемаркированный LC процессор, да. В принципе, для меня это не столько важно, даже, может быть, EC и в какой-то степени предпочтительнее, потому что он самый холодный, да, потому что в нем получается меньше всего задействовано блоков внутренних, и, собственно, температура будет самая низкая. Я не собираюсь ставить никаких кулеров, никаких дополнительных охлаждений, поэтому для меня это такая нормальная история. В принципе, что я теряю? Я теряю возможность загрузки, ну, вот этого кикстарта, да, который как часть операционной системы, которая на микросхемах хранится, теряю возможность его загрузки в оперативную память, да, и тогда получается, что операции именно с операционной системой, они будут медленнее, да. Ну, посмотрим. В принципе, наверное, и не будут, да, если действительно это LC, все в порядке. Но если даже и будут, то, может быть, и ничего такого страшного, да. Я сильно не буду переживать. В принципе, если говорить про класс этих процессоров, примерно это аналог Pentium от Intel. Он быстрее на операциях целочисленных и медленнее существенно, аж в 3 раза медленнее на операциях с плавающей точкой. Поэтому в смешанных вычислениях, я говорю про полноценный процессор, здесь нет, конечно, никаких операций с плавающей точкой. Вот. Ну и, соответственно, в смешанных операциях он, как правило, ну, чуть-чуть побыстрее, чем интеловский Pentium себя показывал. Хотя, как и все вот эти мотороловские 68-й тысячной серии процессоры, он был более удобен для программистов. Там есть свои нюансы. В принципе, как бы эти процессоры считаются более крутыми, особенно начальные. Короче, вот такой вот проц, настоящий такой камень. Давайте мы его попробуем поставить в этот сокет. Не знаю, как у меня это получится так вот с камерой в руках. Я вот его достаю. Вроде как по пинам. Да, это 4-я ревизия. Вот у меня подписано, что это LC должен быть процессор. Да. И вот надо разобраться по пинам. Видно, что... Ага, вот одного пина нету с краешку, и здесь нету с краешку. Значит, он... Вот так вот он должен ставиться. Ну, так вроде хорошо, просто встал. Посмотрим. У него, в принципе, длинные эти пины. Так что... Посмотрим. Вроде должно быть все нормально. Прикольно, он такой керамический. Вообще приятно, конечно, работать с настоящим таким железом. Все это, безусловно, дорого. Но есть такое некоторое ощущение в этом специфическое свое. Окей, с карточкой разобрались. Была еще одна коробочка, которая лежит здесь на столе. Что же в ней? А в ней, друзья, ромы версии 3.1.4. Вы скажете, при чем здесь ромы? Суть в том, что в моей Амиге стоят еще ромы оригинальные командоровские, версии 3.0. И вот с ними эта карта не работает. Там есть свои нюансы, и они для нее слишком старые. То есть, в принципе, технически можно было реализовать эту поддержку, но там какой-то был нюанс, я уже не помню, из-за чего ее убрали. Соответственно, минимум 3.1 нужны ромы.
Вот. Я уж взял тут 3.1.4, потому что 3.1.4, в принципе, там и ошибки некоторые поправлены, и самое главное, что, в принципе, они поддерживают диски большого объема, больше 4 гигабайт. Я прямо сейчас не собираюсь такие диски использовать, но в целом потенциально возможность для меня интересная, так что, ну, пускай будет. Да? Тут прикольно, мне тоже приложили инструкцию. Смотрите, как здесь прикольно. У меня есть как бы тут, получается, ключ на 3.1.4, всю полностью систему. И у меня вот здесь, вот видите, есть, лежат наклеечки для дискеток инсталляционных. Мило, да? То есть можно, в принципе, скачать операционку, записать ее на дискетке себе и вот даже наклеить лейблы. Такая вот инструкция. Хорошо напечатанная, такая прям, как в типографии, с красивыми картинками. Ну и вот здесь рассказывают, как эти ромы устанавливать. Сейчас я это, конечно, и сделаю. Из интересного, что тут два рома, да, один low, один high, один, который как бы низкий, другой высокий. И тот, который low, стоит сверху. Вот это вот вещь, которую надо не перепутать, да. Ну, а в целом, в общем-то, здесь так просто объясняется, как все это дело устанавливается. Вот. И ромы тоже такие прикольные, честно говоря, такие микросхемки. Они прям тяжеленькие, тоже, значит, керамические. Ну, короче, все такое настоящее железо, в общем. Давайте я принесу свою Амигу, все установлю, и мы попробуем это все запустить. Честно говоря, вероятность, что прям все сразу запустится, не очень-то большая, потому что много может вещей пойти не так. Ну, во-первых, кроме того, что я, может быть, процессор там как-то криво поставил, я могу еще и ромы как-то криво поставить. Но, допустим, я все сделал правильно, скорее всего, так оно и будет. Может выйти из строя блок питания, потому что у меня оригинальный старый блок питания, может просто не потянуть эту карту по мощности. И тогда это вообще очень опасно, да, может все сгореть, как бы, не хотелось бы. И есть еще один момент, что, честно говоря, я знаю, что для того, чтобы эту карту использовать, надо поставить специальные библиотеки, которые поддерживают будут этот процессор. Я не буду тут специально заранее это Амигу свою включать, смотреть, там, есть у меня эти библиотеки или нет, их как-то качать. В принципе, известно, откуда их скачать. Я попробую запустить сразу, посмотрим, что будет. Мне вот прям интересно. Я надеюсь, что, может быть, во-первых, эти библиотеки у меня могут быть, потому что я сразу покупал собранную операционку. А во-вторых, даже если их нету, я все-таки надеюсь на какое-нибудь сообщение об ошибке. То есть не так, что прям все вообще не заработает, а может просто она все включится, но будет какая-то ошибка, и я тогда смогу все скачать, поставить и как-то устранить эту ошибку. Короче, будет интересно, сейчас попробуем. Друзья, ну вот я так уже открыл свою Амигу. Чистенькая она, аккуратненькая. Не сделал я замену пока конденсаторов. Уже договорился с ребятами, которые мне это сделают, но хочу вот закончить с этими видео, может немножко еще тут позаниматься и сделать замену конденсаторов. Так, в принципе, внешне все выглядит хорошо. Стоит у меня здесь SD-карточка, уже подготовленная Amiga Forever. И стоит у меня ускоритель, вот этот 4-й Blizzard 1230. Абсолютно идеальная, мне кажется, карточка, вот такая историческая для 1200 Амиги. Просто ставится, просто работает, ускоряет вашу Амигу там, не знаю, 8 раз. Добавляет вам памяти, можно поставить те же самые 128 мегабайт, у меня здесь стоит 8, и 8 абсолютно достаточно для любых игр. Короче, просто идеальная, честно говоря, карточка. Единственное, что она дорогая, потому что она уже представляет историческую ценность для коллекционеров. В принципе, вот я рассказывал, что тут есть TF 1230 карточка. Она, по-моему, стоит 1200 евро сразу уже с процессором 68030 50 мегагерцовым. И там есть еще и варианты, можно поставить керамический процессор, а можно, есть удешевленные версии, пластиковые. Так она, ну, короче, около 100 евро она стоит. Эти карточки стоят около 500 евро, честно говоря, уже сейчас. Можно найти, конечно, дешевле, но это уже такая редкость.
Плюс к тому, эта карточка, ну, на ней тоже там много вообще всякой техники стоит, и конденсаторы, и все на свете, да, ее тоже хорошо бы ей делать замену конденсаторов и все остальное. Здесь мы видим тут современная карточка, да, все просто как бы, ну, как бы. Вот, из таких крупных она компонентов собрана, здесь же не так. И вот у меня оригинальные ромы. Давайте я тогда здесь сейчас все поменяю и расскажу, как прошло. Потому что, конечно, одной рукой так вот на камеру тяжеловато. Тут надо будет доставать. Видите, я специально тоже вынул этот trapdoor, который с обратной стороны Amiga, потому что карточка Blizzard, она рассчитана на то, что вы ее будете вставлять с обратной стороны, как бы, да. И я здесь подразобрал с этой стороны, просто потому, что новую карточку невозможно будет ставить. Она, во-первых, слишком большая, чтобы ставить через trapdoor. И еще, с другой стороны, немножко у них поменялся разъем. Вот такие оригинальные разъемы больше достать невозможно. Новые разъемы чуть-чуть выше. В результате, чтобы карточка зашла, нужно открутить этот винт и тогда так ее вставить. Короче, все непросто. Ну, тем не менее, я думаю, мы справимся. Друзья, ну вроде все встало. Вот я установил ромы. Не было очень легко их вставить, потому что много ножек. И они что-то изначально из коробки, они так немножко шли в стороны, да, так чуть пришлось тут попотеть. И встала вроде как карточка, тоже так она легко не заходила. Действительно, нужно было вот открутить винт, я так чуть приподнял, и так потихонечку. Но вот классический Blizzard зашел просто вообще идеально, и вообще через trapdoor, да, с обратной стороны. Здесь я вот ее так просовывал, здесь засовывал, целая эпопея была. Но вроде как все удалось, так что я думаю, что попробуем Амигу запустить. Ну что, друзья, я так все подсоединил, накинул просто крышку, пока ничего не скручивал. Включил монитор. Ну что, первый запуск. Так, загорелась лампочка. Что-то было на экране. Так. Как будто читается диск. И... Пока не очень понятно, что происходит, честно говоря. Время от времени мигает экран. Так. Процессор каким-то образом пошел. То есть картинка на экране появилась. Но вот заработать пока не заработала. Сейчас будем смотреть, что не так. Друзья, я отключил жесткий диск. И видно, что картинка Kickstart-ROM показывается. Это значит, что чипы стоят правильно. Это значит, что карта стоит правильно. Все работает. Реально нет именно тех самых библиотек. То есть без них просто не заработало. Надо их скопировать. Друзья, для вас прошло несколько секунд, а для меня, честно говоря, несколько часов. Я пытался решить проблему, и в целом я ее решил. И даже вот я собрал уже Амигу. Давайте я вам так вкратце расскажу, что происходило. Просто я не делал, ну, прям так детально все не показывал, потому что, во-первых, я не был уверен в результате, да, и так бы получилось бы видео очень длинное, если бы я просто все шаги пытался снимать. А во-вторых, ну, в общем, такой процесс оказался довольно долгий, для меня, во всяком случае. Значит, что было? Я все поставил полностью, и появилась ошибка, что проблема, на экране появилась ошибка, что проблема с
программным обеспечением. Для меня это означало, то, что работает сама карта, потому что явно процессор, память должны работать, чтобы вывести какую-то ошибку, да. И Б означало, что ромы тоже работают, да, потому что без ромов ничего вывести на экран не удалось бы. В результате как бы по железу все в порядке. И даже на всякий случай, чтобы в этом убедиться, я вынул SD-карточку, которая у него выполняет роль жесткого диска, включил Амигу и увидел экран такой загруженного рома, да, традиционный, для Гипериона уже, не для Командора. Это были хорошие новости, но что делать дальше? Да? Значит, ошибка была достаточно такая серьезная на вид, да, фатальная, поэтому явно проблема в том, что вставлена у нас наша карточка новая, да, и я ее вынул. И тут я думал, что все будет хорошо, я сейчас загружусь, скопирую там библиотеки для 6860 процессора, и у меня все заработает. Но не тут-то было. Я загрузился, и у меня появился экран, уже дальше прошла загрузка, уже были видны какие-то признаки операционной системы, но, значит, была ошибка, что нужно вставить диск с Workbench, там, library, что-то такое. Вот. Я погуглил эту ошибку. Эта ошибка, в общем-то, означает, она так не очень хорошо написана, но в целом она означает, что вставьте-ка вы загрузочный, пожалуйста, диск операционной системы версии 3.1.4, да? И в таком случае, если его вставить, то с диска загрузилась бы операционная система. Но у меня диска не было, у меня был только ключ на загрузку этих дисков в виде образов. Да? Соответственно, я зарегистрировался на сайте Гипериона, и я скачал себе эти образы. Да? Дальше у меня был план какой? Что я сейчас возьму, да и запишу дискетки. Да? Но я почитал, оказалось, что при инсталляции, в общем-то, он требует там все, сколько там этих дискеток, 5 там или сколько-то. Да? У меня рабочих дискеток всего 3. Короче, звучит как фиаско, и что дальше делать не очень понятно. Да? То есть можно было бы что-то пытаться поменять ромы назад, что-то распаковать. Какая-то начиналась ерунда такая, уже сложная. Да? Значит, но я вспомнил такой момент, что можно взять и подсоединить, вставить, собственно, SD-карточку в адаптер PCMCI, вот он у меня лежит. Соответственно, наоборот, извините, PCMCI адаптер нам как раз не нужен, да? Нам нужна вторая сторона. Вот в адаптер такой вот на USB, и, соответственно, можно подсоединить это все дело к компьютеру, к Mac'у, например. На Windows это не должно сработать, к Mac'у. И Mac увидит этот диск, даже увидит его объем, но, конечно, не сможет его замаунтить, потому что там неизвестная macOS операционная файловая система, но, тем не менее, диск будет виден. И таким образом можно зайти в эмулятор и этот диск в эмулятор подцепить. Короче, такая вот неочевидная операция. Долго я с этим всем мучился. VS UEAE, этот эмулятор. В конце концов, мне удалось подцепить. Там есть такой момент, что нужно, во-первых, посмотреть, где этот диск, куда он, где он находится как диск, куда он будет маунтиться, и дать права полные на это дело. Да, у меня был диск 2 в девайсах. И тоже нужно Kickstart ROM дать правильный этой всей эмулятору. Да? Соответственно, мне удалось подцепить мой жесткий диск к Mac'у с эмулятором. И поскольку я скачал образы всех инсталляционных дискет, я их смог, собственно, по одному скармливать, загрузиться с первой, по одному скармливать и, собственно, поставить поверх своей 3.1 версии Workbench, поставить 3.1.4.
Вот. Ну, я решил, что уж я тут буду много делать итераций, уже и так прошло достаточно времени. Я сразу скопировал библиотеки, нужные для процессора. Я скопировал библиотеку для 68060 и MMU библиотеку для, собственно, memory этого юнита. Вот, в липсы, в правильную папку. Вот. С Aminet я скачал и, значит, записал. Вот, после этого у меня Amiga, значит, стоит с отсоединенным моим этим ускорителем. Я думаю, ну вот я в таком виде загружусь. Чем меньше у меня новых каких-то устройств, да, тем, может быть, успешнее все пройдет. Я этот диск вставил, попробовал, и у меня операционка не загрузилась. Она зависла на вот этом экране загрузки, но было видно, что вот ей чуть-чуть что-то совсем не хватает. Вот она прям вот, она почти совсем загрузилась, да. Я сделал предположение, что, наверное, эти библиотеки, они мешают загрузиться операционке вот так, как она была. Может быть, я вставлю карточку, и, может быть, чудесным образом все заработает. Так, друзья, у меня и случилось. Вот. И давайте-ка мы закрепим результат. Прошло уже несколько часов, даже с тех пор, как я все эти тесты сделал. Так что давайте-ка мы попробуем. Значит, включил я монитор. У меня подключен, собственно, адаптер на HDMI. Значит, мой блок питания. Включаем Амигу. Загорелись лампочки. Загорелся экран. Мигают лампочки. Что-то происходит. Напряженные такие секунды. Но вот мы видим экран Workbench. Такой же примерно, как он у меня и был. Мои обои, мое расположение всех иконок, да, только уже 2018 год, Hyperion Entertainment, а не Commodore, как это было когда-то. Да? То есть версия 3.1.4 у меня. В принципе, я здесь все это дело подергал, даже позапускал игрушек разных. И у меня, честно говоря, все в этом плане нормально заработало. Можем запустить какую-нибудь. Сейчас вот популярно фильм «Дюна». Давайте запустим вторую «Дюну», легендарную. Надо сказать, что каким-то чудесным образом изображение на экране стало тоже лучше. Наверное, то, что мне все-таки моей Амиге уже нужно поменять конденсаторы, там еще что-то. У меня, честно говоря, были какие-то некоторые помехи на экране. Вот с этой новой карточкой картинка идеальна, никаких помех я не вижу вообще. Ну и вот запустим Дюну. Я помимо Дюны уже сам попробовал еще несколько игр. Синдикат я запустил, где эффект был наиболее такой большой. Запустил SimCity 2000. Все нормально, да, то есть и в Workbench, и в играх все успешно работает. Виден прирост производительности. Ну, то есть тут звук я не подсоединял, вон у меня лежат два эти проводка не подсоединенные. Просто у меня у монитора нету колонок, так я без звука. В общем, видно, что игра пошла. Кстати, особого прироста конкретно в Дюне производительности быть не должно. Она идет там как идет. Значит, выходим в Workbench. И единственная проблема, которая у меня сейчас возникла, и которую я вот сейчас вот прямо не буду решать, я так возьму паузу, разбираюсь с этим делом. Я решил запустить sysinfo, чтобы убедиться, что у меня тут все хорошо. И смотрите, sysinfo запускается, все нормально, и даже показывает мне, что у меня 68060 процессор, показывает, что нету сопроцессора, что корректно, и показывает, что MMU есть, да? То есть ровно так, как мне заявил продавец процессора, да? Но на спид-тесте у меня, честно говоря, это все дело вылетает. Надо посмотреть, может быть, надо поставить 3.1.4.1
апдейт на мою операционку. Может быть, еще что-то. Может быть, эти библиотеки тут не до конца правильные, но у меня Amiga просто перезагружается, когда я так делаю. Может быть, не хватает, кстати, питания. Тоже это возможно. Вот просто пишет software failure. Вот, такие дела. С этим я еще поразбираюсь. Так что, в общем-то, я считаю, что в целом все прошло у нас успешно. И даже удивительно, что удалось разобраться. Нельзя сказать, что прям вот очень уж легко, но в целом все работает, друзья. И, в общем-то, все получилось. Подписывайтесь на канал, может быть, задавайте свои вопросы в комментариях или просто пишите какие-то комментарии. С вами была IT-кухня. Всем счастливо.